Всем привет, это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике. Ну, потому что реальные обзоры и тесты. Более 500 видео на канале. Заходите, подписывайтесь, будьте в теме. В конце концов, нам с этим жить. Ну, с домашней техникой. В этом видео я расскажу про наушники Soundcore Space A40. Дальнее путешествие — это же отличный тест для наушников, так что все сошлось. Вот наушники Soundcore Space A40. Через несколько часов у нас с оператором Сергеем самолет в Шанхай, где мы будем снимать новинки бытовой техники на большой выставке. Долгий перелет, нахождение в шумных пространствах, что-нибудь медитативное в ушах после насыщенного рабочего дня, принять звонок от мамы, в конце концов, волнуется же. Посмотрим, как покажут себя эти наушники в таком формате. Да, мои впечатления от них, от их работы, звучания, от того, насколько комфортно с ними, как в реальности со временем автономной работы, что там с шумоподавлением, что за мобильное приложение и есть ли в нем смысл. В общем, Soundcore Space A40 — это космос для обычного юзера за их цену или... Мои выводы смотрите в блоке мнения Тостер. Полетели! Сейчас полетим, но сначала давайте быстро посмотрим, что в коробке с наушниками. Она красивая, ну это просто приятно. Сами наушники Space не стоят космических денег, а оформлено все очень круто и достойно. Наушники в зарядном кейсе, он компактный, такой не глянцевый, мне это нравится. У меня наушники синие, специально выбирал, черные и белые они тоже есть. Реально 5 размеров амбушюры, что круто, часто тремя обходится в дело, а то и вообще одними. Ну и провод зарядный Type-C плюс краткое руководство по эксплуатации. Это все. Ну а что еще нужно? Скачиваем мобильное приложение Soundcore и дальше управляем всеми настройками наушников со смартфона. Логично начать знакомиться с наушниками с того, как ими управлять. Есть мобильное приложение, я уже говорил, мы с ним познакомимся чуть позже, а пока про физическое управление. Здесь все просто, оно сенсорное. Сейчас, конечно, скривятся любители физической кнопки. Наверное, я тоже ее люблю, но все-таки здесь оно работает нормально, сенсорное управление. То есть вы можете, опять же, в мобильном приложении настроить алгоритм, как именно оно работает, там, что означает одно прикосновение, что означает пара прикосновений и так далее, да, какое действие будет происходить, например, с музыкой. И, в общем, все нормально работает. Один маленький момент. Все-таки, когда прикасаешься к сенсору, есть задержечка, где-то в полсекунды. Поначалу это может подбешивать, но потихонечку привыкаешь к этому, и, в общем, все становится нормально. И каких-то претензий больших к управлению нет. Ну, смотрите, мы летим уже 7 часов, через час прилетим. И начинали мы использовать наушники Soundcore Space A40 при полном заряде аккумулятора. После взлета был полный заряд, я их вынул из кейса. И сейчас, давайте я вам покажу, сейчас заряд наушников, аккумулятора наушников, он 20%. То есть я спокойно еще долетаю до Шанхая, на час их точно хватит. И тут еще дело в том, что я практически все время полета слушал наушники с шумоподавлением, а это дополнительное энергопотребление. Про шумоподавление я еще расскажу чуть позже, оно здесь интересно реализовано. И еще я протупил, и я весь полет использовал кодек LDAC, он был у меня включен. LDAC — это такой прокачанный кодек, он примерно в 3 раза прокачанней, чем обычный SBC, который используется в наушниках. Что имеется в виду? Имеется в виду, что за секунду обрабатывается в 3 раза больше данных. Это позволяет слушать музыку в более высоком качестве, звук ярче, насыщеннее, детализированнее. Тут, конечно, важно, какой еще исходник, какая исходящая музыка. Я-то слушал аудиокнигу, и у меня зачем-то был включен этот кодек, этот прокачанный. Можно было его отключить, тогда бы заряда осталось еще больше. Но, кстати, сейчас нас попросят наушники выключить, потому что будет посадка. И за это время я положу их в кейс, и за 10 минут они у меня зарядятся еще на 4 часа работы. Так что до отеля доеду, куда угодно, в Шанхай доеду. Так это о том, что касается времени работы этих наушников. По-моему, они испытания не выдержали.
Ну вот он, Шанхай. Здесь, конечно, очень клево, суперсовременно. Попадаешь в будущее. И, конечно, мы не могли не выйти на улицы Шанхая с наушниками и не проверить, как они работают. Смотрите, что касается вообще звука вот в таких ситуациях, у них, конечно, предусмотрена система шумоподавления. Вы ее можете настроить, да. Есть автоматический режим, когда, ну, вот эта вся система, она сама понимает, насколько шумно на улице и подстраивает работу шумоподавления. То есть сколько нужно, столько шума у вас и давится. И таким образом комфортно, собственно, вам, да, пользователю. Или можно вручную все это выставить, в зависимости от того, насколько вам комфортно. Это круто, что вот такая вариативность есть. Есть обычный режим, ну просто вставляете наушники и идете гуляете. Ничего не происходит там дополнительного со звуком. А есть режим прозрачности. Причем, если вы заходите в режим прозрачности, есть режим речи. Вот сейчас я его включил, мне стало прям хорошо слышно происходящее вокруг. Режим речи — это когда звук подстраивается под голос человека. Ну, вернее, он максимально эффективно улавливает, например, голос человека, который рядом вам что-то говорит. Ну и есть так называемая полная прозрачность, когда вы, ну, собственно, идете по улице, слушаете музыку, но вам нужно слышать, что происходит вокруг. Вот по городу, опять же, идете, там машины, транспорт и так далее. Вот это все слышно, при этом вы еще продолжаете слушать музыку. Это вот что касается режимов работы этих наушников. То есть, по сути, внутри зашиты несколько режимов, из которых вы можете выбрать наиболее комфортный себе. И сейчас мы еще продолжим тест, будем гулять, и я хочу позвонить маме. Ну, слушайте, я в Шанхае, мама волнуется, как там сынок. Позвоню маме, мы с ней поговорим и посмотрим, собственно, как это все происходит, как я ее буду слышать и как она меня будет слышать, мы тоже узнаем. Набираем маман. Вот, мама на работе, ну, сейчас немножко мы ее отвлечем и посмотрим, как что, как ей будет меня слышно, как мне будет ее слышно. Все-таки Россия далеко, а мы в Шанхае. Пробивается пока вызов в Россию. Посмотрите, какая клевая высотка. Сереж, сними, пожалуйста. Угу. Красиво. Алло, привет, мам. Алло. Алло, мам, привет. Привет. Да, Привет, слышишь? привет. Слышишь Как, меня? как у тебя там дела? Да, я ничего. слышу тебя. Ничего, гуляю по городу, решил тебе позвонить пока. А ты как вчера день рождения справлял? Я тебе звонила вчера. Я тебе тоже звонил, но по WhatsApp, но ты, видимо, спала уже. День рождения, ну так, немножко справил, вот, и, в общем, чуть-чуть справил. Вот, ты мне скажи, ты меня хорошо слышишь сейчас? Сейчас да, да. Ничего хорошо слышу, не да. прерывается, ничего не прерывается, нет? Нет, нет. Все нормально. Ну, у вас уже как это самое, выставка-то хоть хорошая? На выставку поедем завтра, да, и Алло. мы еще не были. Она завтра откроется, и завтра все посмотрим. Вот, я тебе перезвоню чуть позже еще, хорошо? Мы здесь снимаем наушники, вот, так что ты немножко сейчас попала в наше видео. Вот именно звук. Ясно. Ну ладно, давай тогда. Перезвонишь Давай, мне. давай, перезвоню. Удачи вам там всем. Целую, давай. Пока. Ну вот так, мама сказала, мама подтвердила, мы не предупреждали, вот клянусь, честно, не предупреждали маму, что я позвоню, и вот мама сказала, что слышно хорошо и ничего не прерывается. Ну то есть, вот этот тест Soundcore Space A40 тоже прошли. Уф, нагулялись. И теперь давайте я вам расскажу про мобильное приложение, потому что все видео мы о нем говорим, мобильное приложение то, мобильное приложение это, а что же оно, что же еще? И одновременно у нас получится, что я до конца расскажу про функциональность наушников, ну всей вот этой системы, наушники и мобильное приложение. Здесь, кстати, можно сделать так, что у вас будет виджет вот здесь на экране, и вот то, о чем я говорил ранее, шумоподавление, вот все три режима работы наушников, да, различные, они выведены сюда, ну потому что это логично, потому что вам нужно переключаться быстро между ними. Вот, а так заходите в мобильное приложение и смотрите, что в нем есть. Потому что мне очень понравилось. Во-первых, это Hear ID. Это своего рода персонализация звучания наушников именно под ваш слух. Здесь определяется чувствительность вашего слуха в различных диапазонах частот, и вот результаты, они фиксируются и затем используются для эффективной такой настройки звучания наушников. И вот этот профиль, который у вас получается, а вы делаете вот этот анализ, скажем так, для обоих ушей, естественно, и вот этот профиль, его потом можно интегрировать в различные режимы звучания, которые здесь есть.
Вот эти режимы звучания — это, собственно, настройки работы наушников, настройки звучания, ну, эквалайзера, да, под различные музыкальные направления и стили. Здесь и электроника, и хип-хоп, и джаз, и латино, и лаунж, и рок, и поп-музыка, конечно. В общем, разные режимы, и вот настройки по Hear ID ваши вы можете интегрировать вот в эти профили, и тогда максимально оптимизируется у вас звучание, оно будет максимально подстроено под вас. По-моему, это просто супер. Ну, мне, например, очень нравится, что вот такая максимальная персонализация получается звучания. Ну, еще из настроек здесь можно настроить звук прикосновения вот к наушникам, ну, если это нужно. Есть функция защиты от шума ветра, и можно перевести звучание в игровой режим. Это все есть. Еще интересная история, проверка прилегания называется. Это для того, чтобы оптимизировать размер амбушюр. Здесь уже довольно много их в комплекте, я уже говорил. И чтобы понять, насколько плотно наушники прилегают, чтобы в итоге, ну, вы получали максимальное удовольствие от музыки, и вообще от использования наушников, было удобно, не уставали. Есть, собственно, проверка прилегания, это тоже такой процесс определенный. Ну и вообще, мобильное приложение, оно очень удобное. Здесь все понятно сделано. Нет никаких таких, знаете, недоделок, недопиленностей, каких-то таких глюков. Вот все реально максимально понятно, ты к нему быстро привыкаешь, и тебе реально удобно пользоваться, и оно нужно. Вот, на мой взгляд, мобильное приложение, вот эта экосистема, получается, наушники с мобильным приложением, и, ну, вот я реально получал удовольствие, и получаю удовольствие от вот такого совместного использования. Ну вот аэропорт Шанхая не самое тихое место в мире. Я здесь слушаю музыку, причем я включил режим прозрачности, чтобы, собственно, и музыку любимую слушать, и быть в курсе того, что происходит в аэропорту, чтобы объявления слышать, чтобы не пропустить рейс, не опоздать. Вон, кстати, наш самолет стоит. И что я могу сказать об этих наушниках? Ребят, за ту стоимость, за которую они продаются, и которую вы сейчас видите на экране, это топ. Это реальный топ, или, как сейчас модно говорить, пушка. Потому что они отлично звучат. Ну, вот, на мой взгляд, обычного юзера, не погруженного в эти меломанские такие тонкости, мне нормальный звук, мне просто отлично они звучат. И кроме того, здесь такая прямо широкая функциональность, казалось бы, наушники, да, а тут и разные режимы, и шумоподавление прокачанное, и прозрачность там, и разные настройки в мобильном приложении, подстройка именно под слух пользователя. В общем, само мобильное приложение тоже очень крутое, оно, ну, доработанное, правильное, прокачанное, нет каких-то недоделок. То есть в этом смысле, на мой взгляд, это одно из лучших мобильных приложений для наушников, которые я вообще видел. А я все-таки, ну, пользуюсь наушниками, и некоторые приложения видел и ими тоже пользовался. Нет, вот Soundcore — это прям крутое приложение, и наушники тоже реально крутые. Поэтому реальная рекомендация: тостер дома, на работе, в транспорте, в путешествиях. Soundcore Space A40 — реально наушники, которые вам понравятся. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации, мы рассказываем о том, как она реально работает. Ну, в данном случае о наушниках тоже сенсацию не сделали, но реально протестировали. Реальные обзоры и тесты. И подписывайтесь на канал, делитесь видео с теми, кто заинтересован в теме. Есть мы еще на Toaster.ru, в Телеграме, в ВК, в других соцсетях. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!